Если вы не успели заранее испечь традиционный штолен на закваске или дрожжах, не расстраивайтесь, можно приготовить невероятно вкусный штолен, который можно есть уже на следующий день, и не нужно ждать 2-3 недели. Один из главных ингредиентов этого штолена – миндаль. Желательно, чтобы орехи были жареными, это даст тот самый неповторимый ореховый аромат. Можно обжарить орехи на медленном огне на сухой сковороде, либо же сделать это в духовке. После обжарки дайте орехам немного остыть, а потом мелко порубите их ножом. А вообще можно упростить себе задачу и сразу купить обжаренный миндаль. В этом рецепте используется цельнозерновая мука, что делает этот штолен даже вкуснее традиционного. Соедините орехи с мукой и перемешайте. Также добавьте соду и разрыхлитель. Именно они заменяют в этом рецепте дрожжи. Еще для этого рецепта понадобится цедра одного среднего лимона и цедра половины апельсина. Если у вас небольшой апельсин, используйте всю цедру. Готовить этот штолен можно без проблем с помощью ручного миксера. Сахар для этого рецепта можно использовать любой, но если вы добавите хотя бы небольшую часть коричневого сахара, поверьте, это намного улучшит вкус вашего штолена. Также к сахару нужно добавить соль и размягченное сливочное масло. Все ингредиенты, которые вы будете использовать, должны быть комнатной температуры. Сейчас нужно взбить сливочное масло с сахаром до пышности массы. Кристаллики сахара при этом останутся, не добивайтесь полного растворения сахара. Когда масло с сахаром объединились, добавляйте по одному яйцу, каждый раз взбивая после каждого добавления до кремообразной консистенции. Если у вас будут холодные яйца из холодильника, то поверьте, у вас не получится однородной массы, а она должна быть обязательно. Важно, чтобы все объединилось и стало одной эмульсией. Когда масса стала однородной, можно добавлять смело сливочный сыр. Также я добавляю цитрусовую аромапасту, но это не обязательный момент. Если у вас ее нет, ничего страшного. И не забудьте про цедру лимона и апельсина. Теперь все это взбейте до однородности. Когда масса стала однородной, добавляйте муку с миндалем. Сверху добавьте сухофрукты, которые предварительно должны быть замочены в роме или коньяке. Если замачиваете сухофрукты в день приготовления, то перед добавлением сухофруктов в тесто скиньте их на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Теперь на низких оборотах миксера перемешайте все до объединения. Консистенция теста достаточно влажная, и это нормально. Такой она и должна быть. Сейчас нужно накрыть миску пищевой пленкой и оставить примерно на 50-60 минут, чтобы отруби, которые есть в цельнозерновой муке, размягчились и набухли. После чего разделяю визуально массу на две части и буду формировать штолины. Удобнее всего формировать их сразу на пергаментной бумаге. Тесто влажное и липнет к рукам, поэтому притрушивайте сверху тесто обычной мукой. Ощущение, как будто вы работаете с мягким пластилином, и вам нужно слепить какую-то фигурку. Вот сейчас нужно слепить штолен. Это несложно. Если вы положите штолен просто на противень, при выпечке он расползется по сторонам и станет достаточно тонким, поэтому я решила выпечь их в формах для кекса, чтобы у них были какие-то границы и они не расплылись по сторонам. После выпечки даю штоленам буквально 5-7 минут немного остыть, а потом еще горячими смазываю их со всех сторон растопленным сливочным маслом. И обязательно нужно обильно посыпать штолины сахарной пудрой до того момента, пока сахарная пудра не перестанет таять. Потом дайте штолинам полностью остыть на решетке и после остывания заверните их в фольгу либо же пергамент.
Дайте штолленам настояться хотя бы ночь или один день в прохладном месте. А если хотите получить максимальное раскрытие вкуса, дайте настояться этому штоллену максимум неделю. Но, как я говорила в начале, это не обязательно, так как этот штоллен можно есть сразу после приготовления. Этот рецепт совсем не сложный, но невероятно вкусный. Готовлю я по этому рецепту уже 2 года подряд и нахожусь в полном восторге от этого миндального вкуса и аромата. Сливочное масло впитало сахарную пудру и создало нужную обволакивающую корочку вокруг штоллена, поэтому перед подачей дополнительно посыпьте его сахарной пудрой. Друзья, обязательно приготовьте этот быстрый штоллен. Открывайте для себя новые вкусы, уверена, вам он очень понравится. Ну и по традиции не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Всех с наступающим Рождеством и Новым Годом!